Итак, пролетела очередная неделя. С вами опять Руслан Левиев. Всем привет. Это очередная сводка с войны. Ох, меня эта неделя все задолбали фразами «Ну чего, все-таки Курская операция оказалась успешной?» Удалось все-таки остановить продвижение к Покровску. Еще и Сырский с Зеленским дали интервью по этому поводу. Сырский заявил, что за последние 6 дней, это на тот момент, российские войска не продвинулись в сторону Покровска ни на метр. А значит, Курская операция работает. А Зеленский сказал, что благодаря Курской операции удалось стянуть российские войска на их же территорию. И теперь там находится около 60 тысяч военных. И знаете, я бы и рад оказаться неправым, сказать, что я ошибся в прогнозах. Но что это такое? Присмотритесь, мы тут видим явно вырисовывающиеся 2 сходящихся удара. Один идет по направлению Карловка, Голицыновка, Горняк, Кураховка. А второй по направлению от Красногоровки на Александрополь и Кураховку. Получается карман площадью почти 100 квадратных километров к западу от поселка Невельское. В прошлой сводке я говорил вам, что мы видим, как российские войска не замедлились на Покровском направлении, а переключились на обеспечение флангов, двигаясь на юг от Покровского выступа. На этой неделе стала понятнее их идея, поскольку мы увидели резкую идентификацию боев около Красногоровки и продвижение на этом направлении. Проще говоря, российские генералы решили одновременно и укрепить фланги наступления на Покровск, и одним махом откусить 100 квадратных километров территории, и, потенциально, окружить какую-то часть украинских сил, пока их командование будет тешить себя тем, как они остановили это наступление. Тем более, что операция идет по пути наименьшего сопротивления. Под Покровск и Селидово сейчас перебросили бригаду Нацгвардии Украины «Карадак», которая сейчас тушит этот пожар. Поэтому российские военные переключились на формирование и закрытие кармана южнее. Напоминает игру «Вакамол» или «Бей крота», когда игроку нужно быстро ударять молотком по кротам, которые случайным образом выскакивают из отверстий. Также и тут, в условиях дефицита ресурсов, когда какая-то их часть задействована еще и в Курской области, приходится пожарными бригадами носиться по всей линии фронта. Поэтому я хотел бы сейчас сказать, что я оказался неправ, что украинские силы смогли сотворить невозможное. Но я этого не вижу. Что касается 60 тысяч российских солдат, стянутых в Курскую область, то это, мне кажется, сильным преувеличением. Мы исходим из того, что с украинской стороны в создании Курского плацдарма участвуют от 10 до 15 тысяч военных. И я вам ранее говорил, что российским военным для отбития этой территории нужно 30 тысяч солдат, то есть вдвое меньше той цифры, которую назвал Зеленский. Если же туда стянули аж 60 тысяч штыков, то чего они ждут? Почему мы до сих пор не видим активных попыток выбить украинские войска с российской территории? Одной из целей украинской операции было побудить администрацию США снять или ослабить ограничения по применению западного оружия по территории России. 10 сентября, во вторник, откроется 79-я сессия Генассамблеи ООН, на которой должен будет выступить Владимир Зеленский. Если после этого администрация Байдена не снимет ограничения, то, думаю, нынешняя администрация уже никогда этого не сделает. И в целом, по категоричным ответам и президента США Байдена, и главы Пентагона Остина, мне очевидно, что намерения снимать ограничения у них нет. Эти пару недель журналисты, не побоюсь этого слова, прям дожимали упомянутых лиц вопросами про ответ на запрос Зеленского. Особенно красноречивое видео, которое появилось позавчера, где министр обороны США, отвечая на соответствующий вопрос журналиста, говорит, что возможности таких ударов не будут решающими, что российские силы отодвинули свою авиацию подальше за пределы дальности атакамс и так далее. После чего Ллойд Остин собирается уже переходить к следующему вопросу, но его опять перебивает журналист и говорит: «Нет, погодите, но ведь Зеленский передал список стратегических целей на территории России, по которым можно ударить с помощью атакамс». Ответ главы Пентагона: в России действительно много целей. Страна все-таки же не маленькая, но у Украины есть свои возможности ударов по таким дальнобойным целям с помощью беспилотников. Так что пускай ими и бьют. А мы сосредоточимся на помощи Украине в защите ее суверенной территории. Есть небольшое продвижение по линии фронта и у украинских сил. В частности, ВСУ смогли деблокировать фенольный завод в Нью-Йорке, в районе Нелеповки, а также отбить часть позиций на Харьковском направлении в районе Липцов. Агентство Рейтер со ссылкой на американских чиновников сообщает, что в один из следующих пакетов военной помощи от США,
которые объявят осенью, включат крылатые ракеты «Джассам» класса «Воздух-Земля». Эти ракеты существуют в разных модификациях с дальностью поражения от 300 до 500 километров. Популярное англоязычное издание The Warzone, специализирующееся на военной тематике, пишет, что эти ракеты оснащены современной электроникой, позволяющей эффективнее преодолевать систему противовоздушной обороны. Запускаться они будут с переданных Украине самолетов F-16. В каком-то смысле ракеты «Джассам» похожи на используемые в ВСУ крылатые ракеты Storm Shadow и Scalp-PG. Но главное их преимущество не в дальности поражения и не в электронике, а в количестве. Насколько мы знаем, на момент начала передачи ракет Storm Shadow Украине у Великобритании в запасе их было сотни штук. При этом они не производятся. По имеющимся открытым данным нескольколетней давности, у армии США на хранении было больше 2000 ракет «Джассам». И предполагается, что в скором времени Пентагон разместит заказ на производство, доведя общие запасы до 12 тысяч ракет. Соответственно, в этом случае ВСУ смогут меньше экономить и поражать больше военных целей. Под конец недели стало появляться много сообщений о том, что Иран то ли собирается поставить, то ли уже поставил пару сотен баллистических ракет. Источники издания The Times в украинской разведке говорят, что в среду ракеты «Фатх-300» были доставлены по Каспийскому морю в Россию. Честно говоря, я не слышал раньше про ракеты «Фатх-300», но, возможно, это просто опечатка, и имелись в виду иранские ракеты «Фатх-360». По дальности они примерно соответствуют возможностям российской системы залпового огня «Торнадо-С», то есть это порядка 120 километров. А по массе боевой части, если верить справочным данным из Википедии, ракеты «Фатх-360» ближе к ракетам .У, у которых полутонная боеголовка. Мы пока не можем независимо подтвердить поставку этих ракет России. Своих источников в Иране у нас нет. Пока. Поставку ракет подтверждают источники Wall Street Journal среди американских чиновников. И это не в первый раз, когда ходят такие слухи о поставке иранских ракет. Но сейчас ситуация отличается фоном. Последние пару недель российская сторона не прекращает применять ракеты комплекса «Искандер», хотя раньше их применение шло волнами. То есть постреляли несколько дней, снова прекратили на какое-то время, накапливая запасы этих ракет. Все-таки вещь дефицитная и дорогая, а нынешняя волна все как-то не прекращается. Словно они поняли, что можно теперь не экономить, и поэтому отстреливают текущие запасы. Надо подождать, посмотрим, начнут ли применять иранские ракеты. Самый главный вопрос тут – сколько? Если их действительно передали, то сколько штук? The Times со ссылкой на свои источники говорит о более чем 200 ракетах. Wall Street Journal цитирует европейского чиновника, который говорит, что это только начало, только первая поставка. США и Европа работают сейчас над введением дополнительных санкций против Ирана за эти поставки. Хотя мне сложно представить, какие такие еще ограничения они могут ввести против страны, которая до 2022 года была самая санкционируемая в мире. Позднее эту пальму первенства перехватила Россия усилиями Владимира Путина. И, как видите, против России это тоже не то, чтобы дает какой-то заметный эффект. На этой неделе появилось сразу 4 видео с казнью украинских военнопленных. 2 из них опубликовала телекомпания CNN. Одно из них снято в мае в районе Работино, это на запорожском направлении. Другое снято под Покровском в августе. Оба видео не вызывают каких-либо сомнений в том, что мы видим. А именно, украинские солдаты ясно дают понять, что отказываются от ведения боя, сдаются в плен. Их выводят из окопов, после чего хладнокровно расстреливают. Команда CIT большую часть своей жизни занималась именно расследованием военных преступлений, а не какой-то новостной работой, как это происходит в последние 2 года. И одна из наших главных целей – привлечение виновных лиц к ответственности. Тем более, что военные преступления не имеют срока давности. Понимая, что этот срок может занять долгие года, мы стараемся плотно сотрудничать с другими командами, чтобы даже если что-то произойдет с нами, любой желающий мог просто взять наши готовые материалы и идти с этим в суд. Еще одно видео опубликовал украинский проект «Хочу жить». Неизвестно, когда и где оно было снято. На нем мы видим пленного украинского солдата, которого расстреливает российский солдат. Наконец, 4-е видео, также появившееся на этой неделе, было снято на турецком направлении. В отличие от 3 предыдущих, в этом видео не все так просто. 2 российских солдата берут в плен 3 украинских военных. Один из них в последний момент решает броситься на российского военного, пытаясь выхватить у него автомат. В итоге убивают и его,
и 2 других украинских солдат, которые не пытались вступить в бой. Для того, чтобы у международной общественности было доверие к тем материалам и выводам, которые делает наша команда, мы должны быть максимально объективны и беспристрастны. Самый простой способ проверить вашу объективность – это взять спорную ситуацию и поменять стороны местами. Изменится ли из-за этого ваш вывод? Если да, то значит вы не объективны. Я вспоминаю, как в ноябре 2022 года был громкий кейс из Луганской области. Там украинские военные брали в плен российских солдат. И последний из них внезапно выбежал из сарая с автоматом в руках и начал стрелять в сторону украинских военных. В итоге был убит и он, и остальные российские солдаты. Мы тогда сразу заявили, что российский солдат, который начал стрелять, совершил акт вероломства, то есть военного преступления, когда ты притворяешься, что сдаешься в плен, а в итоге вступаешь в бой. Но остальных российских солдат убивать было нельзя. Это тоже военное преступление, потому что они находились в плену. И вот мы видим теперь зеркально обратную ситуацию. И наш вывод команды CIT, никак не отличается от вывода из ситуации 2022 года из Луганской области. Точно так же на видео из Торецка мы видим 2 военных преступления. Первое – это акт вероломства со стороны украинского военного, который притворился, что сдается в плен, а сам вступил в бой. А второе – это расстрел 2 других украинских военных, которые продолжали находиться в плену и в бой не вступали. Не пойму, откуда это пошло, но почему-то последнюю неделю журналисты часто спрашивали меня о неких решающих битвах и переломных моментах. Повторю мысль, которую озвучил ранее. Нет и не будет каких-то решающих битв. Потому что нет какого-то города-ключа или района-ключа, захватив который, вы победите в войне. Ну, разве что кроме Киева и Москвы. Но вы и без меня прекрасно понимаете, что ни Киев, ни Москву не захватить никак. Даже если выйти на административную границу 4 областей, это никак не приближает Путина к победе. Военного решения, поставленного им политической цели, а именно лишение Украины независимости и субъектности, не существует. Аналогично и западные чиновники не раз признавали, что нет плана, идеи, каким именно военным путем привести Украину к победе. И поскольку ни одна из сторон не может военным путем победить, то получается, ни одна из сторон не может и проиграть в войне. Это и есть та самая ситуация непобеды, которую я упоминал несколько раз, к которой все идет. Поэтому решающих битв не будет. Но кульминационное сражение вполне возможно. Условно, битва за Покровск. Все нынешнее продвижение дается России большой ценой. Как по части личного состава, так и техники. И к концу года особенно дефицит техники будет нарастать. С украинской стороны все постепенно становится лучше в контексте личного состава, но с вооружениями по-прежнему большие проблемы, особенно в свете планов на следующий год. Поэтому высока вероятность каких-то кульминационных битв к концу этого года. И вот где позиции сторон остановятся к концу года, с большой вероятностью они плюс-минус там и останутся на много времени вперед. Если не будет в следующем году каких-то договоренностей о временном прекращении огня, то все скатится в такую вялотекущую позиционную войну, когда линия фронта будет достаточно статичной. Вот такие новости у нас были на этой неделе. Увидимся с вами через 7 дней. Пока.